Южнокорейский этап серии хайроллеров «Тритон» подарил огромное количество запоминающихся эпизодов. В рамках разборов раздач нам предстоит возвращаться в Чеджу регулярно. Сегодня раздача с финального стола одного из самых дорогих турниров с бай-ином $125 тысяч. С вами Poker.ru. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. За столом всего 7 участников, каждый из которых обеспечил себе минимум 540 тысяч. Но эта сумма меркнет перед выплатой в $2,5 миллиона за первое место. Естественно, никто из оставшихся в событии покеристов не хочет подвергать себя лишнему риску, надеясь получить первый приз. Или все же есть отчаянные авантюристы? Итак, действующие лица. Первый участник раздачи – Бенджамин Толерен. Опытный американец насобирал за карьеру более $22 миллионов. Самый крупный финансовый успех профессионала – второе место в хайроллере мировой серии за 250 тысяч в прошлом году. Став раннер-апом, он заработал $3,5 миллиона. Второй участник – Кристоф Фогельсанг. Он располагается на почетной второй строчке в рейтинге самых успешных игроков из Германии, уступая только Федору Хольцу. Свой самый крупный выигрыш он оформил в 2017 году, выиграв турнир за 300 тысяч на Super High Roller Bowl в Лас-Вегасе. Тот триумф принес ему $6 миллионов. Уровень блайндов – 50-100 тысяч. Еще 100 тысяч добавляет большой блайнд в качестве анте. На малом блайнде Толерен. Его карты нам неизвестны. Что ж, будем рассматривать раздачу глазами оппонента. Бен открывается стандартным сайзингом в 4ББ. Именно стандартным, так как при анте меньший размер давал бы сопернику еще более выгодные шансы банка при полном отсутствии fold equity. У Фогельсанга разномастные дама и валет. Отличный коннектор для входа в розыгрыш. Особенно если учесть огромную ширину диапазонов в битве блайндов. Возможно, есть смысл в 3-бете? На самом деле нет. При сплите малого блайнда на call и open raise его спектр очень размыт. Задействуются 90% стартеров, при этом всего 10% из них открываются. Дама и валет не та рука, с которой хотелось бы столкнуться с ререйзом. А вот в коле она смотрится отлично. Не нам объяснять это немцу, который ожидаемо уравнивает. Выходит высокий борд с возможными флеш-дро. Причем в руке Кристофа нет трифовых карт. С одной стороны, это минус с точки зрения бэкдорного потенциала, с другой – не блокирует сопернику множество блефов. У немца гадшот, а это значит, что на флопе раздача получит экшен. Но за кем будет инициатива? Технический борд – классический образец доски агрессора. Сразу две топовые карты в теории дают нацевый перевес Толерену, так как карманные тузы, короли и все комбинации туз-король соперник должен был рейзить на префлопе. В стеке американца 34 больших блайнда, у немца 46. В банке 900 тысяч. Толерен не намерен отдавать инициативу, хотя в теории он не обязан ставить здесь всем диапазоном. Он выбирает сайзинг в полпота. С учетом возможных дро и гадшотов, у оппонента это хороший размер для защиты эквити мощных комбинаций. Естественно, расстаться с гадшотом Фогельсанг не может. Да, доска очень неприятная, да и сайзинг не самый мелкий. Но он в позиции с потенциалом на стрит, а у соперника в диапазоне огромное количество блефов. Кол. В банке уже 1 800 000, притом в стеке Бена всего 3 миллиона. Неужели он сыграет на стек? Если сейчас он вносит фишки в банк, он привязывается к нему и вряд ли сможет отскочить, если оппонент доедет в нац. Впрочем, возможно, сейчас нац как раз у американца. Выходит двойка, которая по сути является бланком, если у участников сеты они усилились до фулл-хаусов. Но непосредственных трипсов у них не так много. По крайней мере, в разрезе их широких диапазонов. Толерен ставит 1 миллион. Больше половины пота. За спиной остаются 2 миллиона. Что решит Фогельсанг? В принципе, в таком ICM потеря фишек чревата потерей перспектив на высокие места, поэтому гадшот с отравленными аутами не лучшая рука для продолжения. А отравлена трифовая десятка, которая даст немцу стрит. Но одновременно может усилить американца до флеша, если тот сейчас блефует с флеш-дро. А именно этим типом неготовых рук он охотно балансирует свое value. «Не верю», словно говорит Кристоф и уравнивает очередной баррель.
Видимо, он положил соперника именно на блефовые флеш-дро. Проблема в том, что шоу-даун-вэлью его дамы с валетом очень посредственное. Он пока проигрывает любому совпадению или даже мелким карманным парам Бена, которые также присутствуют в его спектре. Вот если выйдет дама или валет, хотя такой ход событий, вероятно, сделает решение на ривере еще более сложным, поэтому кол выглядит максимально странно. Ривером выходит четверка. Не совсем бланк, так как у агрессора есть в том числе комбинации из нижнего колеса. Закрылись стриты для рук 5-3. Да и карманные четверки у американца не исключены. А вот Фогельсангу похвастаться нечем. Он никак не усилился. Тем не менее, его рука не обязательно позади, ведь Бен мог легко блефовать с огромным количеством флеш-дро. А этот тип рук сам по себе блокирует совпадение по номиналам. И все же, если американец чекнет, есть шанс сравнить расклады на вскрытии. Но нет, Толерен откладывает из стопки фишек одну номиналом в 100 тысяч и уверенно двигает остальные в центр стола. All-in. Сможет ли Фогельсанг уравнять с дамой хай? Естественно. Это было бы уже слишком далеко за ренджами. Подобный риск совершенно не оправдан на стадии крупных пейджампов. Простейший фолд. Вопрос в том, зачем немец отдал оппоненту целый миллион фишек на терне? Обвинять хайроллеров в ошибках – последнее дело. Но выглядит это решение слишком оптимистичным. Ведь речь не о любителе, который верит в удачу до тех пор, пока не потеряет последние центы из депозита в онлайн-рум. Спорное решение принял номер 2 в рейтинге топов Германии. Ну а что Толерен? Он не показывает карты Фогельсангу. И того ждет неприятнейший сюрприз, когда он будет просматривать повтор трансляции. У Бена действительно голое флеш-дро 9-5, которому не суждено было закрыться к риверу. Итак, пора вернуться немного назад и оценить раздачу уже глазами американца. На ривере он получает дро, при этом доска прекрасно подходит его диапазону. Ставка в половину пота, возможно, слегка великовата, но это добавляет ей убедительности. Оппонент калирует, что явно не радует Толерена, ведь флеш-дро в его руке блокирует аналогичные неготовые комбинации у соперника. И с чем тот тогда калирует при отсутствии дро? Совпадение по тузу, королю с гадшотами с андерпарами не тот набор, в который очень хочется блефовать. Но хочется и надо – неравноценные критерии в покере. Регуляры рассчитывают на математику, а не на эмоции. Отдать инициативу на терне значит подставиться под увеличение банка. Есть еще опция чек-рейза. Но что если оппонент не поставит или внесет в банк куда больше фишек, чем американец готов заплатить за шанс увидеть ривер? Нет, ставка смотрится куда лучше, и Толерен выбирает именно бет. Проблема в том, что отношение его стека к получившемуся поту совсем небольшое. Это значит, что выдавить оппонента из раздачи, если у него попадание в туза, почти нереально. И тот уравнивает, усугубляя СПР. Теперь он в теории не обязательно выбросит даже короля, не говоря уже о тузе. Еще хуже, что ривером флеш не закрывается. Итак, американец без позиции с преимуществом диапазона, но без блокеров к совпадениям по тузу и королю. Четверка немного улучшила ситуацию, так как его пятерка может изобразить 5-3. Но это очень слабое утешение. Вряд ли кто-то упрекнул бы Толерена, если бы тот решил сдаться. Но тогда это был бы не Толерен. Видимо, Бенджамин оценил, что нацевое преимущество все еще на его стороне. За спиной слишком мелкий стек, а фактор ICM добавляет его ставке Fold Equity. Ведь немцу не хочется упасть на дно чип-каунта. Возможно, он все же выбросит даже некоторые совпадения по тузу. Логика понятна, храбрость похвальна. Но есть подозрение, что Толерену просто повезло, ведь у немца не было совершенно ничего. Пустая часть его диапазона настолько мизерная, что целиться all-ином именно в нее – путь к разорению. Но Бен попал как раз в этот мусорный спектр, которому проиграл бы на вскрытии. Таким образом, оба игрока проявили творческий подход. Один самонадеянно доблефовывал ривер, выбив ровно то сочетание, которое одно из немногих могло сфолдить. Второй зачем-то протянул на ривер гадшот и отдал оппоненту лишние 10 блайндов. Как видно, даже на столь высоком уровне игроки могут выходить за диапазоны. На этом все, спасибо за просмотр. А если пропустили, обязательно посмотрите другие видео, где в главных ролях Брин Кенни и Марио Мёсбек за столом турнира Тритон Покер в рамках зимнего VSOP Paradise. Поставьте лайк, если видео вам понравилось, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Пока!